Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами испечем пирожки с яйцом и зеленым луком. И тесто у нас будет дрожжевое, заварное, без молока и яиц. И эти пирожки не черствеют несколько дней. 200 мл теплой воды, столовая ложка сахара, столовая ложка сухих дрожжей. Все размешиваем и оставляем до появления пенной шапочки. У меня в миске 700 грамм просеянной муки, 3 столовые ложки с горкой перекладываем в отдельную мисочку из общего количества, добавляем столовую ложку сахара, чайную ложку соли и 4 столовые ложки растительного масла. Все размешиваем. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Размешиваем. У нас получается вот такая масляная смесь. И в нее мы вливаем 200 мл крутого кипятка. Все размешиваем. Масса должна получиться похожей на густой кисель. Перекладываем эту массу в большую миску. Вливаем дрожжевую смесь. Посмотрите, какая пенная шапочка у нас получилась. Все размешиваем. Это наша заварная основа. Из общего количества муки откладываем еще 3 столовые ложки с горкой. Нам важно не забить наше тесто мукой. Всыпаем оставшуюся муку в миску с заварной основой. Сначала ложкой, а потом рукой замешиваем тесто. Я добавила еще 2 столовые ложки с горкой муки. Больше мне не понадобилось. Замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и липким. После чего добавляем столовую ложку растительного масла и еще месим 1-2 минуты. Тесто должно стать однородным, эластичным и как бы стекать с руки. Формируем шарик. Миску смазываем растительным маслом и выкладываем наш шарик, накрываем его пищевой пленкой и даем 15 минут тесту подняться. А пока приготовим начинку. Пучок зеленого лука, его зеленую часть мелко нарезаем. На сковородке разогреваем 2 столовые ложки растительного масла, можно добавить сливочное. И на маленьком огне прогреваем лук, чтобы он уменьшился в объеме. Чуть меньше минуты. Перекладываем его в миску и очищаем сваренные вкрутую 8 яиц, натираем их на крупной терке, добавляем соль, перец по вкусу, можно добавить зелень, укроп или петрушку, я этого не делаю. Наша начинка готова. Посмотрите, как выглядит тесто через 15 минут. Посмотрите, оно увеличилось почти в 3 раза в объеме, оно такое пузырчатое. Делим его на 4 части. Каждую часть делим еще на 4 части. У нас получается 16 кусочков. Каждый кусочек скатываем в шарик. Каждый шарик – это пирожок. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Приготовленные шарики накрываем пищевой пленкой, чтобы они не заветривались, пока мы будем лепить пирожки. Берем шарик, окунаем его в муку, чтобы при раскатке тесто не прилипало к скалке, и раскатываем тонкую лепешечку из шарика. На центр лепешечки выкладываем начинку, столовую ложку с небольшой горкой, и края лепешки соединяем, слепливаем. Я еще для надежности делаю такую шов, называется он веревочка. Это гарантированно не даст пирожкам разойтись во время выпечки. Швом вниз выкладываем каждый пирожок на противень, выстеленный пекарской бумагой на небольшом расстоянии друг от друга, потому что пирожки при выпечке увеличатся в объеме. Нужно дать им место. Накрываем слепленные пирожки пищевой пленкой, даем им постоять 10-15 минут, чтобы они немножко подошли, увеличились в объеме. Смазывать пирожки мы будем смесью желтка и чайной ложки воды перед самой выпечкой. Духовку я заранее разогрела на 180 градусов, режим обдув, конвекция. Будем печь пирожки до румяности 20-25 минут. Мои духовки они пеклись 25 минут. Накрываем их полотенцем, даем им постоять минут 15, чтобы они были не такими горячими. Посмотрите, посмотрите, какие пирожки, они мягчайшие, они такие легкие, они такие нежные. А посмотрите, какой пирожок в разломе. Много начинки, а тесто, оно такое воздушное, оно такое пышное. Пробуем. Друзья мои, это фантастически вкусно. Приготовьте, эти пирожки не черствеют. Я лично проверяла.